Пошла. Неправильно набор номер. Набора номер и перезвоните. Так, вы даете право на запись нашего интервью и на публикацию нашего интервью? Да. Окей. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество? Представьтесь. Лукоянов Алексей Александрович. Лукоянов? Лукоянов Алексей Александрович, 20 сентября 2001 года рождения. 2001 года рождения. Молодой, да? Что потянуло так вот в Украину? Ну, отправили просто, как мясо. Где ты учился? В техникуме. Вначале 9 классов окончил. 9 классов, потом техникум. Какой техникум? Нижегородский радиотехнический. Специальность? Технолог машиностроения. По окончанию пошел на срочную службу? Нет, альтернативная. Ну, мне друг предложил, говорит, зачем тебе служить год, непонятно где, за 2000 рублей. Говорит, можешь 2 просто дома отслужить за 30. А сколько раз тебя водили на стрельбище там? С чего стрелял? С автомата АК-74М 2 раза за всю службу. 4 месяца служил. Сколько рожков выстрелил? Ну, штук 10. Штук 10, ну это неплохо. Как думаешь, достаточно тебя подготовили для войны? Нет, вообще не подготовили. А я, вообще? я связист, Мгм. и в основном у нас задачи были это уборка территории. Как в Украину попал? Вообще, вот давай вспомним все время продвижение. Ну, сначала в части, говорят, командировка, поедете на полигон Погонова, Воронежской области, говорит, учение. Потом в эшелоне едем уже, говорят, то, что, ну, на поезде, говорят, не в Погоново едем, много войск там, типа, для нас уже места нет. Едем в Белгород. Приехали, ну, разгрузились в Воронежской области и уже маршем на технике поехали в Белгород. В Белгороде устроили лагерь и житбыт, потом числа 21-го погрузили на тайфуны, бронированные машины, увезли на какую-то заброшку, где-то, ну, и, как я понимаю, недалеко от границы, там типа лесопилки какого-то завода, ну, остатки. Вот. И 23 февраля вечером нас командир части строит, говорит, то, что стоим на пороге Третьей мировой войны. Правда? Это первый раз такое, и что очень интересно. Он говорит, что стоим на пороге Третьей мировой войны. Стал сразу говорить то, что через 4 дня домой вернетесь, то, что украинцы не будут воевать за своих олигархов. То бишь сразу, как они, ну, как все и говорят, то, что хотели Киев взять там за 3 дня. Я просто не понял, как это клеится. Третья мировая война, и украинцы не будут воевать. Ну, они сказали, Третья мировая война, и, ну, он стал сразу, типа, успокаивать, как я понимаю. Ну, также никто не спросил, кто хочет, кто нет. Просто сказали, говорит, через 4 дня домой или 20 лет в решетке. Ну, типа, военный трибунал. Ну, то есть вы знали, куда вы идете, вы знали, что вы Но идете. 23 февраля вечером сообщили, а бежать-то уже некуда, плюс еще и пригрозили. Кстати, 23 вечера вы сообщили, а Путин о начале спецоперации объявил в 4 утра 24 числа. То есть, очевидно, это было все-таки заранее, да, спланировано? Ну, нам до этого никто ничего не говорил, нам говорили... Ну, 23-е это уже до этого. Ну, да. Не, ну... Ну, до 23-го нам никто ничего не говорил. 23-го вечером вот уже. То есть заранее спланированное вторжение. А вы понимаете, что это вторжение в чужую страну? Да. Видите, что у нас происходит с городами, с детьми, там, Да. с мирными жителями? Да, видим. Как думаете, это денацификация или что это такое вообще? Это геноцид? У вас есть телевизор? Да. Сколько у вас содержится? 12 человек. 12 таких же, как вы, да, все? Ну, все пленные, то есть. Да, да, да. Вы все из одного подразделения? Или... Нет, с разных. Как там люди между собой вообще общаются? Кто-то еще там кричит «Россия в ПРД» и что-нибудь в этом духе? Нет. Всем так уже понятно то, что это все. Все понимают то, что
гибнут просто мирные люди, которые не хотели ничего из этого. Мы вас готовили к этому разговору? Нет. Как вы думаете, пробуешь набрать? как вы думаете, как можно это остановить все? Чтобы население России как выходило на митинги, пыталось как-то бороться с этим. Ну, не получается у них. Просто вот даже по телевизору показывали, пытались в Москве митинги пройти. Сразу ОМОНовцы всех упаковали, увезли в отделение. То есть вы не можете это остановить? Нам надо останавливать. Да мы не так все делаем для того, чтобы это остановить. У нас вариантов нет, в общем-то. А вот если бы вы сейчас знали все наперед, что бы вы сделали в той ситуации, когда вас отправляли в Украину? Я бы ногу сломал бы или еще что-нибудь сделал, чтобы не ехать. Это мы пробовали набрать Маме, маме. Потом нам сказала, что некорректный номер. да. Я сейчас Почему нажму, некорректный номер? я сейчас нажму на паузу, попробуем другие номера. Пауза включается, чтобы твой номер телефона не попал. Что, окей, дозвониться не удалось. У вас есть возможность передать, что вы хотите маме, папе, россиянам. Также вы можете сказать, чтобы ваша мама зашла на канал в Телеграме «Ищи своих», оставила там в чате, в специальном чате, не в открытом, да, доступе, в специальном чате номер телефона для того, чтобы вы могли позвонить. Мама, я живой. Заходи в телеграм-канал, ищи своих, вставляй свой номер, и мы с тобой свяжемся. Также населению России я хочу сказать, хватит терпеть, выходите, пробуйте расшатать лодку. Только в ваших силах закончить это все очень, очень быстро. Запрашивают разрешение какое-то. Пока суть до дела, нашли у нас же в базе по обращению, но не мамы, а тети Да. номер. Алло, Слушай, тетя Лен, да. это Это я. кто? Лёш, Да, это я. зайка. Что такое? Лёш, Ну, я в плену. я знаю, зайка, я видела все. Это, а маме говорили? Мама знает все, Лёш, мама все знает, мы ждем тебя, зайка, мы надеемся, мы... И только Я не знаю. после конца войны только все это. Ой, мой хороший. Слушай, а почему Литва? Может, мы тебя как-то сможем забрать? Может, им деньги нужны или что им надо? Только после конца войны обмен военнопленных. Ой, Господи, М, ой, ты хороший. Тут не в деньгах дело. Ну почему спрашивают о деньгах? Вот спроси, почему? Почему здесь деньги А вообще? при чем здесь деньги вообще, да? Ну, я не знаю, ты можешь. Ну, что им надо еще? А спроси, а вам что надо? А нам что надо? Спроси. Лёш. Не, ну, я прошу прощения, я журналист, Владимир, я не военный, ничего, этот вот. А вы говорите, что им надо еще? Нам надо, например... Да. Это вы вот это... Ищи своих, да, я веду. Да. Да, я узнала. Да. Ну вы говорите, вот что им надо. Ну а как вы вот сами думаете? Ну нам надо, я уже говорил много раз, чтобы вы ушли из Украины, чтобы вы перестали бомбить наши города, дома, наших детей убивать. Нет, на этой Украине. У меня там родни половина, у меня в рубежном родня. Еще вы спрашиваете, тогда что им надо? Вы же прекрасно понимаете, что им надо. Если вы позвонили вот с какой целью? Вот что вам надо? Мы дали вашему родственнику с вами связаться. Мы делаем... Спасибо большое, я очень рада. Я очень рада, что он жив. Я видела и видео последнее, я слежу.
Ну, а еще мы доносим реальную обстановку до россиян, раз они сами не хотят, ну вот мы доносим, вот сами же россияне им уже говорят про реальную обстановку, то есть что им надо? Ну вот дали позвонить, рассказали, что есть на самом деле. Что-то плохое мы делаем? Да вы ничего плохого не делаете, даже это вот знаете, как отдушина, то, что вот увидели, то, что вы вот это видео сняли, что вы это самое, хоть мать сына увидела, там жена увидела его. Смотрите, просто люди не верят, и ваша пропаганда говорит о том, что мы какие-то мошенники. И только благодаря тому, что вы оставили номер телефона в виде заявки, мы набрали, потому что Алексей не помнил номер. Да. Тут люди говорят о том, что не отправляйте в ищи свои номера, потому что они там составляют какие-то базы. А нам ваши номера там 300 лет, собственно говоря, не нужны. Они нужны вашим же людям для того, чтобы они же могли с вами связаться. То есть, ну, как-то так. Да я это, ну вы поймите, я это прекрасно понимаю. Ну, не в наших силах, это реально, не Пусть- в наших силах. Смотрите, пусть мать Алексея Александровича оставит заявку, укажет свой номер телефона. Она оставила, Нет. она уже давно это прошла, она еще Номера телефона там нет. Номера телефона Не нет. суть, уже понятно, по Да. видео поймут. Да, номер телефона, Да, Всё. поговорите. по-своему. Поговорите. Да, поговорите по-своему. Тетя Лен, Ой, это Лешечка, зайка. Зайка, ты там голодный? да нет, нас кормят, с нами нормально обращаются, все нормально с нами. И также Ой, мой все хороший. медицинская помощь кормит, все хорошо с этим. Просто вам нужно как-то выходить, наверное, на улицы, и чтобы заканчивать это все. Чем быстрее, тем лучше. Это в ваших силах только все. Лешенька, зайка, скорее выходим, мы акции проводим, а толку? Кто нас видит, кто нас слышит? Значит, надо больше людей собирать. Лёш, ну ты знаешь, где я живу. Вчера он вытопал, а ведь сегодня утром он бахала побили. Я представляю, что там творится, бедные люди. Где? Ты знаешь, какая у нас местность? А? Маленькая Воронежская деревушка. область. Воронежская область, это оттуда стреляли, значит. А что там бомбят? А что вас бомбят? Я не пойму просто. Ну, нас прям так не бомбят, мы, конечно, далековато, но сегодня бахало, что окна звенели. Так это ваша артиллерия стреляет по нам из Воронежской области. Да, вам ничего не угрожает, кроме ваших окон. Ваша артиллерия стреляет по Украине. Сейчас гибнут люди, женщины на руках с маленькими деточками сейчас умирают. Вот за что стоит думать. То есть ваши окна, они как бы... Вы знаете, сколько погибло солдат? Украинские каналы смотрю, и вы это... Они все равно не поверят в это. Они не поверят в это. Вы знаете, сколько погибло солдат армии Российской Федерации? Ну, то, что нам говорят, вот это мы и знаем. Сколько вам Что мы говорят? еще можем знать? Сколько вам говорят? 450 человек. Так, вчера, по-моему, было уже это самое... О, Господи, сколько? 3000 с чем-то. Ваших солдат погибло 14 тысяч, более. Более И более чем. 50 тысяч ранено. Ой, Господи, кошмар. Да он у нас и в Салатку уже пришел, это самое, 200. Страшно. А что, у вас там всеобщую мобилизацию собрались объявлять? Нам и украинцев жалко, и наших жалко. Нам эта война, она нам не нужна. Вы думаете, ну что вот это за войну, чтоб мы вот это, чтоб дети умирали. А ну что Украина, что мы такие же люди, такие же матеря, такие же дети. Окей, все, поговорили. Ну пусть еще посовеет. Тетя Лен, скажите маме, что все нормально, и это, как-нибудь, чтобы она оставила номер. Я ей сейчас прям позвоню, Лёш. Чтобы она как-нибудь номер свой оставила. Я ей скажу, она оставит заявку, хорошо. Да, хорошо. Ой, Лёшечка, Ну все, как тетя это Лен, жизнь. все хорошо будет. По третьему кругу пошли.
Кормят 3 раза кормят. Мы, Три раза мы в 3 день. раза кормим ваших пленных. Завтрак, обед и ужин. Это при Потолстели. том, что в Украине бедствие, и наши люди иногда не имеют уже, что есть. Давайте что-то там как-то хоть говорите между своими, чтобы доходило до них. Потому что мы смотрим, что там у вас люди рассказывают, ни до кого ничего не доходит, вообще никто ничего не понимает. Ну все, тетя Лен, время уже. Ой, Женька, рада была тебя слышать. Я Господи, тоже. боже мой, рада. Матери там сообщите самое главное. Нет, она знает, и Таня знает, и все знают, Леш. Ну все, хорошо, Женька, сами. мы тебя любим. И Все я- переживаем, ты Я знаешь. вас всех люблю. Ты хороший. Ну все, все. Все, Ой, поговорили. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Алексей, еще вопрос. Перед тем, как мы начинали разговор, мы вас готовили к этому разговору? Нет, никак меня не готовили к этому. Вы даете разрешение Да, использовать даю. запись? Спрашиваю. Спрашивали? Да, спрашиваю. По третьему это я вопросу что-то. Все, Алексей, спасибо. Все, Я думаю, да. Все. Спасибо.